Друзья, вы только посмотрите, какая супер-мега крутая погода у нас. Ой, детвора пошла уже со школы. А сколько времени, Леш? Полчетвертого. Полчетвертого детвора пошла со школы домой. Смотрите, какое море красивое-красивое. Супер. И сразу так жарко становится, как только выходит солнышко. И вода теплая появляется, и настроение появляется. В общем, все супер, мега классно. Всем желаем такого же отличного солнечного дня, хорошего настроения. Вот еще немножко вам морешко в кадр. Солнышко, смотрите, какое яркое светит. Супер погодка. Теоретически можно даже балкон открыть, да? Там я открыл, вот тут балкон. Можешь сходить. Я тем временем уже приготовила один салатик для кукси огуречный. Зеленушечки набабахала от души. Это капустка у меня тушеная. Кстати, помните, мне Алексей приносил огромнейшую капусту, как две его головы. В итоге я сняла из нее 2 рецепта. Думаю, скоро вы их увидите уже на канале. И еще кукси приготовила. Бульон уже отварила, тоже мясо вытащила. Сейчас оно остынет. Я его от костей отделю, мясо. Вот. И мне осталось отварить барилла number one. И блинчики пожарить. Яичные блинчики. Кстати, надо робота почистить. Леш, почистишь? Вот. Здесь Алексей открыл балкон. Сейчас я вам продемонстрирую. Белишко постирал, на солнышко его вывесил. Вот так вот. Сейчас подвинем, чтобы было больше солнышка на белье. Ой, как классно вообще. Тепло-тепло. Я даже это не могу назвать. Могу назвать. Это конец мая. Хороший, яркий, солнечный, теплый майский день, когда вот уже скоро июнь. Но, тем не менее, несмотря на то, что ярко светит солнце и достаточно тепло, воздух достаточно свежий. Он стоит, женщина на балконе, тоже легкую кофту на себя одела. Я стою тоже в теплом халате зимнем. И, в принципе, пока еще не запарилась. То есть воздух, он такой достаточно свежий, но солнце греет очень сильно. Поэтому и свежо, и тепло, вот так. Как я уже сказала, это конец мая в Москве, когда вот такой вот теплый денек майский. Вот. Дети кучками идут со школы. Лицей у нас вот этот вот колледж туризма. Кстати, знаете, какая у меня мысль меня посетила? Сейчас пока у наших детей, естественно, языковой барьер, пока они не нахватались уже на уровне свободного общения турецкого языка. Вот, и в любом случае мы уже залезли в эту кабалу, что в этом колледже, где они сейчас в частном учатся, они будут учиться еще 1,5 года. То есть этот год до конца и следующий год до конца тоже. Получается, следующий год Олег у нас закончит 11 класс, а потом, если мы захотим, то теоретически его можно отдать вот в колледж туризма. Он чисто турецкий, естественно, там никакой помощи иностранцам нет, я так думаю. Вот. И когда через 1,5 года Олег уже будет свободно общаться на турецком, его можно будет отдать. Вот прям, смотрите, под домом у нас вышел, минут эдак максимум 3 минуты ходьбы до колледжа. Супер вообще. Вот, Мишутка у нас закончит только 4 класс, то есть ему еще middle school нужен будет. Сейчас у него elementary school. Если это к американской системе приравниваться, то сейчас Миша у нас в elementary school. После 4 класса дети здесь получают аттестаты тоже. Морешко вам буду показывать. После 4 класса дети получают аттестаты после elementary school, потом у них начинается middle school, после middle school, после 8 класса они опять получают аттестаты, и, соответственно, дальше у них уже начинается, в Америке это называется high school, а в Турции это называется лицей.
Дальше уже дети идут начиная с 9 класса в лицей и до 12 класса обучаются в лицее. Как-то так, друзья. А здесь у нас именно лицей, это в котором дети учатся с 9 по 12 классы. Поэтому маленьких детей мы здесь никогда не наблюдаем. Все вот такие взрослые Олежкиного возраста детки ходят здесь. Такие у нас дела. Супер погодка, классная вообще погодка. Я вот стою, пол руки у меня оголенный, вообще не жарко, не холодно, супер классно, тепло. Алексей уже скоро поедет за детьми. Они у нас учатся до половины 5. Время сейчас почти 4. Вот. И ему еще нужно найти, где можно прошить эти Мишины учебники по английскому, то, что мы вчера распечатывали. Такие у нас дела, друзья. И что тут наша мама делает, признавайся? Лапшичку яичную. Лапшичку яичную производит. Я, короче, из яиц пожарила вот такие тонюсенькие омлетики. Ну, это на кукси. Вот. И теперь все это дело сворачиваю в рулет и разрезаю тоненькой соломочкой. Получаются вот такие вот яички. Вот уже почти, контейнер почти полный. А значит, что у нас сегодня будет на ужин, угадайте с одного раза? Правильно, кукси. Зимние кукси мама наша готовит. Обожаю кукси. Не люблю его готовить, потому что слишком долго. Ну, как, с энной периодичностью я сегодня этим занимаюсь целый день. Вот, но... А также я не люблю его готовить, потому что его потом как нажрешься, короче, что плюс 2 килограмма обеспечено. Поэтому я не люблю его еще готовить, потому что его невозможно съесть мало. Вот. Но давно не готовили. Зимние кукси, мне кажется, мы еще ни разу в Турции не готовили. Ну, да. Зима-то только наступила. Вот. Совершенно верно, да. Вот. Так что... А такое простое кукси мы готовили, наверное, пару раз. Угу. Один раз говядину ты мне покупал. Этих угощали соседей. Михаил, ты готов? Братан готов? Вытряхаемся туда. У нас еще елочки, иголочки. Вчера был Старый Новый год. Сегодня наступил Старый Новый год. Так что надо сегодня, можно тоже еще зажечь огоньки вечерком. Да и уже планировать, когда эту елочку разбирать. Да, Миша? Разбирать после корейского Нового года. Ну точно, что точно. У нас полукорейская семья. А когда корейский Новый год? 1 февраля будет корейский Новый год в этом году. То есть... О, нам еще долго до разбирания елочки. Да. Ну давай, Миша, выходи. Сейчас уже темнеет. Сейчас мы выйдем опять по темному. Все, обувайся, выходи. Долго не гуляйте, Выходи, возвращайтесь, потому что сейчас кукси отварю и уже готов ужин будет. Тапки ставь вот тут у двери, как стояли они. А то потом придешь, холодными ногами будешь шастать здесь. Все. Детки наши сели ужинать. На ужин у нас кукси. Я приготовила салаты. Пожарила блинчики, разделала куриное мясо, сварила барилу. Мальтарьяти. Вермишель, короче. И бульончиком куриным все это залила. Вот такой у нас кукси. Салатик тут генеральский у них. Дети, приятного аппетита. Вкусно? Спасибо, да. Бульон весь допейте, потому что это не вода, а именно бульон куриный. Угу. Кушайте на здоровье. Приятного аппетита. Спасибо. Записываю вам, друзья мои, видео-ответ. Да, вы правы, я перепутала. Так мы двухзначные числа расписываем, да. А однозначные мы решаем так, как вот нам турок показал. Ну, все, это клиника. Да? Да, не годна так математики. Это специально, чтобы тебя больше не заставляли с Мишей математику изучать, правильно я понимаю? Да, и я специально, люди написали, что дурочку включила, чтобы комментарии были. Друзья мои, ваши комментарии подняли видео в рейтинге на 1 место. Давай-ка что-нибудь в делении там предложи. Новая Софья Ковалевская. Ой, капец. Да, вы правы. Я когда взялась нажать
сама, конечно, обалдела от своих столбиков. Все это, конечно, ерунда полнейшая. Да, мы тоже делаем это все в уме. Ну, блин. Все. Не годна я заниматься с ребенком, Алексей, занимайся сам. И да, я золотая медалистка. Вот такая вот золотая медалистка. Не буду вам искать и показывать. Ничего я вам не буду доказывать. Ну, забыла. Ну, с кем не бывает. Прям накинулись, как не знаю, на кого. Вот. Ну, главное же, ребенку-то голову этим не забили. Вот это видео у нас на первом месте. Смотри, за 6 часов оно собрало 2700 просмотров. Так что вот. Пишите нам больше комментариев. Оказывается, вот что способствует, видите, продвижению видео. Такие дела. Что еще хотела рассказать? Очередной рецепт для вас сняла. Завтра на него будем мукбанг снимать. Смотрите еще. Миша у нас занимается за бывшим Алексеевским столом. И Алексей поставил ему лампу сюда. Я говорю, не ставь ему сюда лампу, он ее уронит, потому что у него карандаш падает за вечер, ну, раз, наверное, 50. Он прям как будто специально его бросает туда, ну, на пол, короче. Я говорю, то же самое будет с лампой. И Алексей стоит такой, струбцинку бы какую-нибудь купить, что ли? А Миша ему говорит, иди и достань, говорит, из тесто-раскаточной машины, у тебя там есть струбцина. И теперь у него этот, видите, чик, лампа теперь только вместе со столом, присобачена струбциной. Вот. Что вам еще рассказать? В общем, все. Время 1:00 ночи. Будем мы уже укладываться спать потихоньку. Ой. Завтра с утра опять вставать, Олега в школу везти. В субботу у него экстра уроки по турецкому, да, Лёш, будут или по английскому? Англо-турецкие уроки, экстра уроки, как называет их директор, проходят у детей по субботам. Но почему-то сказали, что у Миши не будет. Мишу поэтому не пригласили в школу, а Олег завтра должен ехать к 9 часам в школу. Мы получили очередные задания от учителя Мишиного. Здесь все, короче, и English, и математика, и туркче, и какой-то еще бельгесии, Миша говорил. Короче, здесь прям вот много-много заданий. Не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, турецкие друзья позвонили, директор сказал, это ошибка, вам не должны давать этих заданий. Но с другой стороны, я турецкому другу говорю, вот так сидеть. И если переводчик коряво переводит, мы через английский язык переводим ребенку, просим, чтобы все тексты он читал. Здесь вот прям большой текст, он его не прочитал, потому что мы его не смогли корректно перевести. Ждали звонка от друга, но что-то как-то он, наверное, был занят, не смог позвонить. Вот. Ну, ничего страшного, в принципе, впереди выходные, наверстаем еще. Этот текст он не прочитал, а так мы его просим читать тексты, чтобы в голове у ребенка укладывались вот эти вот буквы, слова, предложения турецкие. Я думаю, справимся. Все у нас будет хорошо. Ребята быстро, легко обучаемы, особенно Олег. Я думаю, язык они освоят турецкий. Вот. Мы их просим. Мишина учительница очень много дает турецких слов. Прям каждый день по 2 страницы, по 3 страницы слов пишет собственноручно, а Миша потом дома переводит их. Вот. И у него накопилось, естественно, огромное количество слов в словарике. В общем, мы их просим, чтобы они садились друг против друга и друг другу эти слова, в общем, сначала рассказывали, учили друг друга, а потом спрашивали друг у друга. Ну, у них хорошо получается, особенно у Олега. Он один раз ему прочитает слова, Миша один раз прочитает Олегу слова, и потом начинает Олега проверять. Олег все слова отвечает практически безошибочно.
Вот, я думаю, все у нас будет хорошо, все у нас уже хорошо. Так что, да, всем спасибо, кто был сегодня с нами в нашем влоге. Вот, мы уже будем укладываться спать. Всем спокойной ночи. Всем привет, друзья! Время 14:22. Мы уже давным-давно проснулись. У нас превосходнейшая, солнечная, классная погода. Посмотрите, прям лето-лето. Зимой, когда выходит солнце, наступает московское лето в Турции. Посмотрите, какая превосходная погода. Супер. Всем желаем отличного, такого же солнечного дня, хорошего настроения. Всем всего самого доброго и наилучшего. Миша у нас уже позанимался, ни черта не понятно. Я сама написала директору. Я говорю, есть ли в школе вообще педагог, который знает русский язык, который мог бы помогать детям делать домашние задания. Я так поняла, в школе такого педагога нет, да? Миш? Рукава засучи, пожалуйста. Миша уже сидит, обедает. Сейчас они с Алексеем поедут на тренировку. Я так поняла, в школе такого педагога нет. Директор говорит, я сам буду Мише помогать. Я говорю, вы не можете тоже ему каждый день помогать. Директор написал, Мехмед, от директора знаешь? Директор написал, скажите Мише, если ему что-то непонятно, пусть подходит ко мне. Я говорю, ему непонятно 90% из всех заданий, да? Кроме там, где... Кроме математических задач, где просто написано решите... Выполните действие, типа, да? Деление либо умножение. Кроме таких заданий ему непонятно ничего. Вот, поэтому я говорю, ему 90% непонятно. Вы что же не можете с ним каждый день сидеть домашними заданиями заниматься? При том, что директор наш знает английский, но Миша-то его так хорошо не знает. Короче, я не знаю. Это прям проблема. Я говорю, Мише необходимо срочно учить турецкий язык. Английский тоже ему нужен. Но срочно прям нужен турецкий язык. Сегодня суббота, у детей экстра уроки по турецкому и по английскому, но Миша сегодня не пошел, потому что ему сказали, не приходи. У Олега уровень английского намного лучше, намного более продвинутый, чем у Миши. И Олега уровня детишки есть в школе, а Мишиного уровня детишек нет в школе, поэтому сказали, что класс не набрался, не приходите. Когда я спросила, а когда же Миша будет учить, мне сказали, если вы хотите, приводите Мишу, потому что в субботу 2 учителя турецкого, 2 учителя английского. Приводите, пусть занимается. Я говорю, конечно, если есть учитель, мы придем. Это безусловно, это прям первоочередно, что нам сейчас необходимо. Очень сложно понять все эти задания, не сколько сложно их решить, сколько сложно их понять. Вот, в общем, пообщалась я с директором, он говорит, да, приводите по субботам, то нас на задний план отодвинули, типа, сидите дома. Теперь сказали, приходите. Со следующей субботы Миша тоже будет ходить, в конце концов, надо как-то продвигаться в нашем турецком. Вот, но мы потом с ним сели учить слова. Каждый день учительница дает ему огромное количество слов, по 2-3 страницы слов дает. И мы с ним сейчас вот эти вот слова выучили за 15 минут, вот. Почти полторы странички выучили за 15 минут. Собирайся. Сейчас Миша сидит, обедает. Кукси. Горячая кукси, а вот эта капустка, новый рецепт. Миша-то вкусно тебе? Афиет олсун. Вот, Мишутка кушает, и они сейчас в 3 часа у них будет тэквондо. Поэтому они пойдут на тэквондо. Не знаю, сколько еще пробудет в школе Олег, наверное, будет отпрашиваться. Что тоже не есть хорошо, не хочется упустить то, что... Можно просить, чтобы турецкий был первым, а потом английский. Ничего не надо просить, не знаю я. Не знаю я, что делать, ничего не надо просить. Просто я надеюсь, что сейчас, пока вы покушаете, пока приедете, около, без 15:03, может быть, у него уже все закончится. Maybe. Но, опять-таки, еще один момент, не очень удобный, скажем так, это то, что Олега не кормят там. Сегодня суббота, дети в школе присутствуют только иностранные, которым нужны экстра уроки. По этой причине Олега не кормили, он у нас как позавтракал, больше не ел. Не знаю, сейчас дам ему пирог, наверное,
Ну, что-то ребенок должен все равно поесть. Чай, наверное, в баклажку или куда-нибудь налью. И пирог дам. А что делать? Как-то выкручиваться надо. Кукси же не могу ему набрать. Пирог он там перекусит где-нибудь там за 5 минуточек. А после тренировки бегом домой ребенка кормить надо будет нормальной едой. Да? Все, давай. Да.